зарубежные подписчики, здрасте вам тоже. Вот оно бритье, вот очередной выпуск, опять буду вас радовать, опять постараюсь удивить. То, что будет сегодня на обзоре, вы сейчас увидите крупным планом. Я вам хочу лишь показать то, чего там нет, а должно было быть. Это мыло глицериновое 2 раза, которое нам любезно предоставила компания Give & Care. 11370. Понятия не имею, с какого перепуга Мамен решила его выслать. Возможно, из-за того, что она в этот раз прислала Роквелл металлический, и как бы он сам по себе не 3 копейки стоит. Ну и всеми остальными хохоряшками засыпать не стала, прислала кусок мыла. Ну там еще куча лезвий, вы помните. Пахнет интересно. Как-то, ну понятно, что буржуинское. Вот каждый раз вот нюхаю, и каждый раз какой-то, вот, знаете, запах поймать не могу. Вначале вроде бы как-то что-то от хозяйственного чуть-чуть есть, потом понятно, что буржуинское, там, знаете, что-то вот такие вот ноты какие-то нам не характерные все-таки ловятся. Ну, а что оно из себя представляет, кроме того, что оно прозрачное и квадратное, я узнаю совсем скоро, ну и, конечно же, вам расскажу. Стоит недорого, там 2,5 евро, но я далек от мысли, что вы там будете это покупать, разве что оно какое-то там, знаете, феерическое, не фантастическое. У нас что, в России мыла не хватает. Ну, тем не менее, раз уж прислала, расскажу. Ну, а сейчас крупный план, вы смотрите, а я тут начинаю. Ну, вот так-то глядячи, кто скажет, что вот это, допустим, Fatboy, это Slim? Да практически каждый. А нет, ребята, это Fatboy, который уже был на обзоре 64 года. Он еще остался, а Слимчик уже нашел хорошие руки и уехал к новому хозяину. Это же, ребята, у нас идеал. Наш российский идеал, который, я думаю, слезали по красоте и подобию вот именно с этих жилетов. Ну, давайте его вначале замерим. Вес танка 56 грамм. Интересно, от Fatboy сильно отличается? Ну так-то да, Fatboy потяжелее. Длина ручки порядка 100 мм, 96-98 где-то так. Ширина головы 25-24, ее длина 42. И да, это регулируемый станок бабочка. Вся ручка в насечках. По виду как металлическая, но что-то шибко легкий он какой-то, может быть из-за той пластмассовой части, что у него есть вверху в голове. Здесь насечки руку резать не будут, но, судя по всему, и скользить тоже не будут. Здесь она такая более, на конце ручки, на крутилке, более информативная, что ли. А здесь такое ощущение, что она уже слезалась немного. Внизу вот эта крутилка, которая позволит нам раздвинуть вот эти самые шторки, к которыми мы еще вернемся. Здесь же у нас регулировочное кольцо от 1 до 9. Так, а где у нас пипка регулировочная? Судя по всему, вот это вот отметина и будет. Относительно чего это регулировать. Створки работают интересно. Вот смотрите, это они вот такие в закрытом состоянии. А теперь смотрите, как они работают. Крутим. Обратите внимание, вначале вверх поднимается. Так. Давайте еще раз. Вначале вверх поднимается. Смотрите. Оп. А потом уже раскрываются. А теперь смотрим, это Fatboy. Опа. Найдите 2 отличия, называется. Так, ну ладно, Fatboy убираем в сторону. Тут все металлическое, за исключением вот этой части. Она у нас пластиковая. Работать будем сегодня с полисилвером, потому что Валерий Баглей, который дал нам этот станочек на погонять, очень хвалит это лезвие, оно ему очень зашло, поэтому давайте и мы попробуем, может быть и нам зайдет. Кстати, об этом лезвии я сам за себя не могу ничего плохого сказать, мне оно тоже нравится. Так, а давайте мы вначале с регулировкой разберемся. Так, где у нас тут отметка? Сейчас стоит на единичке. Так, а тут что, слева направо, что ли? Давайте 5 поставим.
Итак, станок у нас готов. Мылом у нас сегодня будет DR Harris Shaving Stick Marlboro. Хороший, приятный запах от Marlboro. Он пускай не такой сильный, но он мне нравится, он приятен. Ну и упаковка, конечно, от предыдущего стика, помните, у нас была Valobra, резко отличается, потому что здесь уже как бы и футляр появился пластиковый. Ну, спасибо опасной бритве РФ, я смогу вам показать вот эту вот штуку. Здесь все вот так вот под радиус. И внизу крутилка есть. При необходимости каждый раз вы сможете регулировать длину вашего стика, сколько нужно выдвинуть, сколько нужно задвинуть. Верхняя крышка закручивается точно так же на резьбе. Ну вот такой вот он весь красавец и есть. Вес 40 грамм. Помазок у нас сегодня будет Яки, ребята. К сожалению, он черный, и у меня тут все черное. Вот так, чтобы лучше его оценить, я вот белые весы подложу. Монументальный. Это победитель под номером 2 вашего голосования, когда только помазки пришли. Абсолютное большинство было за барсука. Вторая часть голосов отдали вот за этот помазок. Я понимаю почему, потому что сам по себе он, конечно, офигительный, ну просто офигительный. Представьте, диаметр узла 30 мм, высота узла, производитель заявляет 66 мм, ребята, я нашел только 58-59. То ли опечатка на сайте, то ли еще что-то, но он не вытягивает на 66, вы сами это можете увидеть. Высота ручки 55, да, тут есть, все нормально, но 66 узла нет, и слава богу, я вам скажу, потому что здесь 66 не нужно точно, мне во всяком случае. Диаметр ручки 44 мм. Тоже монументально. Стоять будет прекрасно, стоять будет хорошо. Так, весы тут не случайно подвязались. А сколько же ты у нас будешь весить? Фуха, 123 грамма. Я уже люблю этот помазок. Сколько его не крутил, сколько не вертел, вот качество ручки, например. Ну, я не вижу, к чему тут придраться. Вот стоимость этого помазка 15 долларов. Вот вам стоимость помазка от Fine. Там в районе, по-моему, 25 долларов. Поправьте, если я ошибаюсь. Ну, качество пластмассы, обратите внимание. Ну, как бы, я не вижу каких-то таких различий, чтобы вот на этот я мог сказать, фу, да это Китай. Нет, нет такого. И давайте что-нибудь подороже возьмем. Ну, например, вот Вилонг. Вилонг у нас вообще где-то в районе 40, то есть под 40 баксов, то ли 36, то ли 38. Ну да, здесь другая ручка, другая пластмасса на ручке, но тем не менее этот-то не уступает, просто разные, а так-то тоже хороши. Кстати, как и по фибре. Вот этот, ну это мы отдельно вернемся, сейчас мы говорим за пластик. Эпсилон, добрых 44 доллара. Как по мне, так пластмасса одна и та же, только цвет разный. Блестит также, фактура такая же, даже несколько рисунок ручки вот в этой месте похож. Ну, то есть, нет, я не могу сказать за ручку ничего плохого. Поднимаемся выше. Узел, сам узел. Вовнутрь узла мы залезем потом, а сейчас же я бы вот просто хотел остановиться на тактильных ощущениях. И, допустим, просто вот... Ну, с этим сравнивать глупо, потому что Омега за 6 баксов это как бы другая серия. И вот с волосами ангела, да, пожалуй, что да. По мягкости, вот они здесь одинаковые, но этот пожестче, пожестче. Ну, естественно, разный цвет, поэтому волосы ангела убираем. Эпсилон. Вот этот мягче, по жесткости примерно одинаковые. Ну и что сравнивать-то, опус пальцем, как бы 30 миллиметров и сколько тут, 24, ребят, ну это нет, это не то, совсем не то. Вилонг, ну тут да, тут уже вот по бархатистости, вот по мягкости, как вот она идет, это, наверное, уже что-то, вот эти два не дотягивают до этого. Он просто мягче, узел сам мягче, и вот за счет этого, может быть, вот эти кисточки кажутся более деликатные. Ну вот эти где-то два примерно сродни, но вот я чувствую этого, вот это.
А у этого вот как-то вот, ну он тоньше, понятно, так и должно быть. То есть тут как бы у матросов нет вопросов, это нормально, у него структура узла сама по себе такая. Мой любимчик, который еще ни одна фибра, что у меня была в руках, не переплюнула. Я извиняюсь, что он такой, потому что жена его назвала самый лучший помазок в своем гареме и время от времени его поддергивает, а ухаживать за ним еще не научилась. Но это мой косяк, я ее научу. Ребята, они разные. Они разные. И пока вот так вот, знаете, сказать, этот хуже, этот лучше, конечно же, не могу. Визуально у меня ни к тому, ни к другому претензий нет, поэтому будем смотреть по работе. Но опять же, нужно понимать, что сколько тут 24, 25 или 26 миллиметров и 30, это разные весовые категории, но тем не менее, как бы сравнить-то хочется. А вот то, чего нет вот у этого, вот, у этого ворс идет прямо, знаете, вот до конца, но есть у этого. Я не знаю, как скажется это хорошо или плохо в работе, но оно у него это есть. У него очень большая клеевая шишка. Очень большая. Вот смотрите, если сейчас вот так вот линейку буду вставлять, чтобы, вот видите, 40 миллиметров. Вот до 40 миллиметров я спокойно опускаю, а длина узла-то почти-то 60, то есть 1,5-2 сантиметра где-то вот здесь вот внутри клеевая шишка есть. И это не туго сбитый ворс в узел, это именно клеевая шишка. Вот здесь вот с краю она поменьше. И вот к середине она начинается. Я не думаю, что это будет сказываться в работе. Я просто констатирую факт, что это и есть. Ну а уж там дальше как, это мы с вами посмотрим. Ну и по многочисленным заявкам телезрителей там уже доходило там до ультимативной формы. Хочу магруф, вот блин, хочу. Ну, хотите, нате, на лопате, получите. Магруф сегодня будет зеленый. Есть еще синенький. Не совсем уверен, что знаю, как они отличаются, но тем не менее зеленый я взял. Почему-то его трудно найти в интернете. Вернее, есть, но он всего в 2-3 точках и больше нет. Обычно там предложение на 10-15 точек, а здесь 2-3 магазина. Зато заходите в этот самый, как его, парфюм лидер, он спокойно там стоит 55 рублей, бери не хочу. В интернете у него стоимость колеблется от 60 до 85. Вот такая вот зверушка. В общем и целом в интернете его хвалят. Есть на него такие рекалы, то есть отрицательные отзывы. Не то чтобы отрицательные, а знаете, в виде претензий, что люди пользуются, а там какие-то твердые комочки у кого-то что-то попали. Попадется ли у нас, еще не знаю. Но вот хотел заранее просто предупредить. Ну и все. Че, пошли бриться? Ну так-то да, я не отрицаю, я сибиряк, но у нас сегодня на улице прохладно, отопление еще не дали, ну и что-то не торопятся давать. И из теплого компресса, ну так не хочется вылазить, прям, знаете, прям хорошо. Стик. Я согласен с пацанами, которые говорят, блин, парни, ну ты че стик? Что трудно, маленький кусочек мыла с собой бросить, что ли? Ну да, ну, ребят, ну вот он есть такой продукт, ну что теперь, ну все теперь. Ну и с другой стороны, все-таки есть люди, которым стик тоже интересен. Вот попробуем с ним разобраться. Если тот я мог в воде распарить, как этот распаривать, я что-то как-то, ну в воду его окунул, что ли. Так, опа. Мыло твердое, не очень-то оно стремится наноситься. Да вы, наверное, сами в камеру увидите. Так, а мы тебя сейчас еще маленько выдвинем. Хоба. Да чтоб тебя муси съели, что ты... Так, ну ладно, фиг с ним. Если что, там уже по ходу пьесы будем добавлять маленечко, вот пока вот как-то вот так вот. Ну, если сравнивать, допустим, вот то, что я сейчас сделал, вот это вот танцы с бубном, и возможность, допустим, взять с собой кусочек маленького мыла, а потом спокойно помазком залезть и поработать, ну, конечно же, мыло и помазок, чем вот так вот.
Ну, люди всякие нужны, люди всякие важны. Намочили. Намочили наш фибр. Так, сейчас он перестанет капать. Неплохо, я вам скажу. Неплохо. 50 грамм будет. Будет, ребята. Ну что, посмотрим, что этот клопик нам покажет. Клопик, ну это я так, в кавычках. Это большая берта. Знаете же, как раньше охотники охотились, когда только первые пищали появились. Даже не ружья, просто пищали. Он 3 дня заряжал ружье. Выходил в лес, смотрел, где там дичь. Устанавливал ружье, стрелял. Потом 5 дней приходил в себя, неделю собирал дичь и уходил. Все, запасы на год готовы. О! Ух! И сразу весь в мыле. Ну, парни, я вам так скажу, если он с обыкновенного, скромненького, застенчивого, диархадевского стика вот так работает, что в чаше-то будет? Интересно. В следующий раз, ну, другой помазок будет, надо все только показать. Но очень-очень им хочется в чашу залезть и посмотреть. Ну и наш ответ Чемберлену. Идеал. Пока рано говорить, но вроде ничего. Снес неплохо. Снес неплохо, никакой агрессии. Бархатный ход. Пол Сильвер молодцы, но опять же, видите, тут входят хотелки. Вот лично для меня, я бы, наверное, все-таки персону или фезер сюда воткнул. Вот жала не хватает, понимаете? Это как вот горчицу кушаешь, она не наша русская, такое, что шары в кучу, и тебя там до самого кишечника продрало, и все вот так раскрылось и свернулось, и ты понял, что жизнь-то хороша, а тебе какую-то дижонскую подсунули, что да, коричневая, ну блин, ну что-то это, а наши где? Ну вот тут, а наши где? Что-то не хватает. Ну ладно, раз уж начали, то сейчас уже смысл на что-то переставлять особого я не вижу, добьем этим. А вот агрессию поменять, мы сейчас на 5, да?
На меньше ставить, он вот так бархатный, смысл. Ну давайте попробуем хотя бы, что получится. Так, открываем и поставим, ну вот пускай будет 4. Без всякой помощи стика. Или стик хорош, или помазок хомячит хорошо. Ну, в смысле, не хомячит, а сохраняет. Вот одно замечание к этому помазку у меня уже сформировалось. Все пока нравится, все положительно, но все-таки, знаете, вот пожелание есть. Ну а пока, ну, бомбический. Ну, это вот представляете, вот куча там что-то копошится, что-то там все выясняют, а приходит один вот с такой кувалдой. Ты кляля по столу, бум, все подпрыгнуло, всех мозги стали, и все поняли, что они фигней это по сути-то занимаются. Надо как-то вектор движения конструктивный выбирать. Вот это тот, который приходит и все на место ставит. Раз, и все, и хорошо. Так, водички мало, добавим. Ну да, это не та пышная Гонолулу, которая была первый раз, но в принципе-то все еще ничего. Что будет на третий проход, не знаю, посмотрим, будем стика добавлять или нет, пока же нормально, нормально. Так, 4 позиция. Ну, ну да, размер головы несколько все-таки влияет. Будет чуть-чуть неудобно вот в этих вот местах заходить. Ну, у меня клюв-то не маленький, но и небольшой, поэтому все-таки захожу. Но хотелось бы, чтобы вот лезвие все-таки поближе было. Здесь оно чуть-чуть спрятано, но все равно нормально. Ну, что-то сейчас я вообще хорошо чувствую. Нет никакого желания переходить на позицию ниже. Ну, выбривает чистенько, до конца все. Но все-таки нужно делать поправку на форму головы и туда чуть-чуть подпихивать. Ну, поняла. Очень сильное подозрение, что сейчас еще мыло придется добавлять. Ну, давайте посмотрим. Да нифига не придется, нормально.
Офигеть. Офигеть, как хорошо. Ну, есть что подобрать, да, но, знаете, какого-то такого беспредела-то нет. Брился вообще хорошо. Так, ну, по факту-то получается, в данном случае связка диархаревский стик и помазочек сработали более чем. Одного вот этого вот нашоркивания хватило полностью на все побриться, плюс еще кое-что осталось. Думаю, что вот этого кое-что нам хватит на то, чтобы тут пособирать. Ну а дальше автошейв. Стояки такие бодренькие, смотрите, прям вообще, как доктор прописал. Ну, это лишнее, наверное, будет. Вот и все. Да здравствует автошейв. Эх, ма, сейчас бы денег тьма. Так, ладно. Ну, как-то прям на удивление интересно и хорошо. Не ожидал, что старенький станок может так брить. Ну, с другой стороны, он не такой уж старенький, как тот же самый его прародитель Слим. Ну а что за Слима? Тут еще в обзоре-то скажу, ну в смысле в завершающем слове скажу. Тут есть такая мысль, что прям крамольная мысль. Ну, об этом чуточку позже. Magrav Home Collection. Так. Пахнет, интересно как-то пахнет. И в том числе и больничкой. Такое ощущение, что вот до завтра, смотрите, как много давить не будем. Вот горошину такую взяли. Такое ощущение, что там запах не больнички, а медсестренки. Что-то вот такое есть. Так, опять что такое? Ну, не щиплется совсем. Запах не ярко выраженный. Вот та больничка медсестренка, она уже как бы улетучилась. Остался что-то какой-то йодистый такой легкий налет. Плюс небольшими намеками на какую-то свежесть. Что-то вот такое, знаете, палмолива, что-то вот какие-то напевы на мыльную тему. Ну, мыльно-пузырную, но не ярко выраженную. Жирность, да, присутствует. Никаких твердых вкраплений, о которых вот писала девушка там в своем отзыве, я не нашел. Сейчас сразу же могу сказать, что не мое, потому что такой степени жирности я как-то, знаете, не приветствую. Крем для рук, да, может быть, вполне, почему нет. Суешь их везде, кожа сохнет, а так кремом раз забабашила хорошо. Ну а морда лица, она как-то этого не заслужила, на мой взгляд. Посмотрим.
Посмотрим, если сейчас высохнет, питается, то и слава богу. Но с другой стороны, крем за 50-60 рублей, ну что-то, знаете, какие-то завышенные требования предъявлять тоже, я считаю, что это было бы неразумно. Посмотрим, высохнет или нет. Поехали, стик. Ребят, пена хорошая, 5. Пенопроизводство, стойкость пены, укрывистость, все 5. Запаховая, чукча, блин, запаховая, блин, нота запаха. Приятная все-таки Мальборо, но я ее здесь как таковой ярко выраженной не увидел. Она, знаете, как-то так, ну что-то там где-то далеко, там, а где? А вон там, идешь, на где? Да вон там, вот так вот и идешь. Но мне надо что-то такое же, где? Вот такое, чтобы было, чтобы, знаете, там, ну вот как вот так примерно. По запаху, ну 4, чтобы не обидеть. Если бы не Диархарис, то я бы влепил. А так-то, ну, форм-фактор такой, что он на любителя. То есть вот есть люди, которые это любят. Нате. А есть люди, которым это нафиг не надо. Они даже не поглядят. Вот если за качество пены мыла, ребята, все на месте. И постфактум тоже есть. То есть вы станком пройдете, и на коже еще будет питался. Практически уже нет ничего. На коже еще будет достаточно, чтобы вы лезвием-то прошли еще не разочек. Думаю, что все-таки уходовая составляющая здесь достаточно крепкая. Но две вещи, это запах и форм-фактор, заносят вот эту штуку в разряд не мое. Но это не значит, что это плохо. Это хорошая штука, качественная, полностью со всеми своими вот этими вот обязанностями справляется. Если вам нужно что-то компактное, чтобы вы могли бросить в сумку, и чтобы оно там нигде ничего никак не трогалось, пожалуйста, без проблем. Плюс, не забывайте, еще чехольчик у вас будет. Выдвигаете, задвигаете, то есть вы 100% это нигде ничего не замараете. Брить оно будет. Хорошая штука, просто пятак. Просто пятак. За запах не буду этот пятак занижать, но и завышать тоже не буду, потому что запах на самом деле, мне что-то покрепче надо было. Станок. Валер, огромное спасибо, что дал нам погонять, пацанам показать. Ребят, вот с моей колокольни, как бы он даже не поинтереснее, чем тот слим жилетовский, который у меня был. Почему? Он бархатный. Он более бархатный. Бритье само по себе более бархатное. Я понимаю, что нужно будет еще лезвием поиграться, там пару подобрать, то все. Но как он это делает, подлец, мне понравилось больше, чем делал тот же самый подлец, но от жилетов. Визуально они достаточно схожи и похожи, да, но тот более благородный, имеет родословную, полностью весь железяка. Здесь, да, есть пластик, ну и родословная у него чуточку поменьше. Но тем не менее в бритье мне вот этот поинтереснее даже показался. Ну, на одних этих лезвиях бы сравнить сразу оба, вот это было бы да. Ребята, вот я сейчас имею ярко выраженного дельфинчика и без сучка, без задоринки, и мне это нравится. Какая огромная жалость, что наши, не буду говорить это слово, завязали с производством этих станков. Вот делали бы и делали себе дальше, и был бы у нас наш российский хороший регулируемый. Взяли, свернули все. Ну идиоты. Потом будут возвращаться, потом будут локти кусать, но толку-то уже что-то там потеряно. Станок однозначно вещь. Если сможете такой найти и не бракованный, хороший, потому что, насколько я знаю, последние партии там распродавали, которые в Питере с завода, там много бракованных встречалось. Ребята, хороший станок, просто реально хороший станок. Это не тупая копия с чего-то там, с того же слима, к примеру, от жилетов. Тут что-то ребята свое внесли, не только пластик. Видать, что-то они как-то с геометрией проработали, что брить-то стало интереснее, брить-то стало веселее. Хорошая штука, однозначно 5 и вещь. За лезвие полисилвер, да, понравились, но я не такой их фанат, как тот же самый Валера Багли, к примеру. У меня маленечко другая кожа, маленькая другая щетина, другие хотелки. И мои фавориты, такие как, допустим, Фезер, та же самая персона обоих родов, или тот же самый жилет Blue,
Нет, я бы, наверное, не записал. Хорошие, в меру острые, но мне что-то вот этой вот злюки, вот это, не то чтобы злюки, а вот раз резкость, ну все видно, вот резкости не хватает, что-то вот не навел еще резкости с ними. Возможно, это дело привычки, но по сути-то лезвия хорошие, на самом деле хорошие. Ну, давайте автошейв. Ребята, увидите, возьмите. Жирным делать не будет, у меня сейчас все впиталось, нормальная хорошая кожа. Да, это не ха-ха-ха, но, ребята, 55 рублей как бы. То есть дело свое он делать будет, и все на месте, все хорошо. Поэтому, если вы думаете о какой-то бюджетной линейке, это один из вариантов. Хорошая, отличная, нормальная штука и полностью справляется со своей работой. Посмотрите, все нормально, все хорошо. Ну и теперь один из самых-самых ожидаемых виновников нашего сегодняшнего обзора. Яки 30 мм. Общая длина там получается где-то аж под 12, но 6 и 5,5-11,5 сантиметров. Диаметр узла 30, синтетика. Ручка в основании 44 мм. Это какой-то монстр. Ребята, этот монстр и работает как монстр. Это царь-пушка. Как дал, так и дал. Синтетика. Качество синтетики. Здесь, ребят, запахов ноль. Тактильные ощущения великолепные. Визуальные, вот то, что я вот так вот вижу, мне очень нравится. Пластик. Отличный пластик. Форма ручки, я бы за нее даже 7 дал. Не просто 7, не 5, а 7. Потому что, вы знаете, у меня всегда была претензия вот к этим местам, потому что я вот так, когда беру, мне неудобно, у меня пальцы напрягаются. А здесь почему-то за счет диаметра, наверное, что он не маленький, у меня нет необходимости брать вот так. Я его просто вот так беру и не парюсь. И знаете, как будто ложку взял. Все естественно, просто и удобно. Вот просто работаешь и работаешь, не думая. Вообще хорошо. Несмотря на диаметр, он ведет себя все-таки достаточно деликатно. Я думал, вот эта вот базука на 30 мм, как сейчас даст мне весь хохотальник залепит, я тут дворники буду вставлять, чтобы пену убирать. Нет, нет. Вполне себе нормально, вполне себе хорошо. Я вам скажу больше. Барсук из предыдущего обзора на 24 мм хамил и разбрасывал пену-то поболее, чем вот это. Этот, как знаете, оружие массового поражения точного воздействия. Вот он раз вот так вот по границе прошел и прошел. Что лично... кстати, помните, та шишка клеевая, я сказал, что выпирает. Нет, вы ее даже не заметите. Вообще в работе никак не сказывается. Вы до нее, даже когда я его плющил, не додавите. А не получится у вас. А если получится додавить, значит вы что-то делаете неправильно. Потому что с такой дури давить на помазок, да это не то, чтобы доктора запрещают. Это вообще это по технике безопасности нельзя. Зубные протезы повылетают у кого есть. То есть так никто не давит. А вот та личная претензия, которая, не претензия, замечание, которое есть у меня к этому помазку, она все-таки растет вот отсюда. Есть у него маленечко вот от этих замахов. Есть. Что Вилонг, что Эпсилон, у них у обоих посередине стержень. И с этим стержнем, хочешь не хочешь, во время работы приходится считаться, потому что он где надо, где не надо, он везде лезет и говорит: стержень, стержень, стержень. Это как люди вот стоят, общаются, кто-то приходит: я стержень, да, стержень, и все. Я стержень, да иди ты на... Я сказал, вали. Вот если так себя эти помазки вели, да, стержень, но ты начинаешь работать, он хлоп расходится и дает тебе работать, вот это да, это я понимаю, это все нормально, все хорошо, держи кардан 5, садись, пошли дальше. Здесь же по-другому. Ты его когда расплющил, чуть-чуть прощелкал, чуть-чуть задевался, я не про этот, я вот про эти помазки. И этот стержень из расплющенного состояния опять норовит возбудиться и опять в тебя тыкает своим стержнем. Но оно мне надо. Все вот эти волосики вокруг он выводит из зацепления, и все это, я стержень, да иди ты нахрен, стержень, ты мне помазок дай. Это вот здесь вот так. Здесь половину от этого. Это не говорит, что это плохо. Это говорит о том, что если бы этого не было, лично для меня это было бы хорошо, это было бы еще лучше. Здесь его легче контролировать, чем вот на этих вот 40-баксовых. Здесь глаз да глаз, чтобы этот стержень себя не начал выпячивать. А здесь легче гораздо. Ты его на определенную величину придавил, и все. Я стержень пропала, начинается я помазок. Хорошо, хорошо. Одно жалко, что он не дотягивает до моего любимчика.
Потому что при таких размерах, если бы он дотянул до Материковского, ребята, это была бы не помазка, это была бы просто, да, мечта поэта. Он так-то сам по себе является мечта поэта. Где вы найдете такую синтетику за такие деньги? Просто ткните пальцем, я хочу сходить туда посмотреть. Нету. Нету такой синтетики, таких размеров, такого качества за такие деньги. $15. Этот помазок просто надо брать. Он просто must have. Почему? Да потому что вы при любом раскладе остаетесь в выигрыше. За свои 15 баксов, если вы не получите отличный помазок, так у вас хотя бы метелка будет, двор подметать. Шучу. Ребята, в любом случае вы ничего не проиграете. Все остальные дороже и или такие же по качеству, или хуже. А вы за 15 баксов уже берете бомбу. Вы найдете синтетику 30 мм в диаметре более-менее приемлемого качества за 15 баксов. Реально. Ну так вот просто, если рассудить. Я такого не видел. Вот оно. Вот оно. Яки говорит об этом. Ребята, в любом случае, да, это не материк. Не материк. Он в работе несколько иной. И работа Материковского мне гораздо ближе и интересней. Но все-таки это обалденная хорошая штука, хотя бы по соотношению цена-качество. Такое качество, такие размеры за такие деньги. И компания все это дает. Но я снимаю шляпу. Все продаваны, которые бывают на рынке, они, вот я их делю на две части. Первая часть, это мы будем продавать задорого, пускай мало, но задорого, и мы свои деньги заработаем. А вторая говорит, да, ребят, что-то мне так неинтересно, давайте я буду по-другому. Я буду лучше много продавать, но чуть-чуть дешевле, с меньшей наценкой. И возьму свое на объеме. Те берут свое на наценке, а эти на объеме. Вот эти, судя по всему, берут на объеме. Они чуть-чуть дешевле продают, ну как, в 2 раза, грубо говоря, дешевле продают, чем все остальные. И вот на объеме работают. Это меня навело еще на одну мысль. В парении есть такая штука, что вот вы приходите, допустим, на какое-то большое китайское предприятие и покупаете у них ароматизаторы. Они не продают бутылочками, они продают литрами. Так вот, от стоимости литра вы можете примерно предположить, на каком удалении это предприятие от матки. То есть вот от папы предприятия, от мамы предприятия, назовите как хотите. Потому что чем ближе, тем выше концентрация и дешевле цена за литр. Чем дальше, тем меньше концентрация и выше цена за литр. Если вы пришли и куда-то вам сказали, о, у нас 90 такое качество, все там нормально, ну, у нас $90 за литр. Ну, холодно. А есть места, куда вы можете прийти и вам скажут, ребят, ну у нас 70. Но вот при таком объеме, если вы будете брать, мы вам можем даже предложить $60 за литр. А вот если вот так вот, то тогда мы, может быть, там, ну 50, ну 45. И это говорит о том, что это уже рядом. Что это предприятие берет у папы предприятие, само комбинирует, булыжит и придает тебе уже по такой цене. А вот когда вы придете на папу предприятия, ребята, там цена за литр $200. Но концентрация, вы с 1 литра 200, вы можете сделать там 15-20 литров того, что эти продают там по 60, по 100. То есть вот так вот. Это где-то рядом стоит. Если это предприятие позволяет себе продавать помазки такого качества по таким деньгам, да плюс еще кричит, ребята, закажи у нас там 100, 500, 1000 штук, мы тебе такую цену дадим. Они рядом. Они рядом с тем предприятием, которое занимается вот этими всеми вещами. И то, что в Европу уходит, и в Канаду, молодцы яки, что не задирают, что крышу у них не сносит, что они вот такие, да, вот мы вот такие все, сейчас ценник вам как лупим. Нет, молодцы, хорошая штука. Конечно же, я от души рад, парни, что вы показали мне на это предприятие, сказали, иди, сходи, посмотри, проверь. Я хотя бы рад по той причине, что я развенчал свое бывшее неудовольствие по китайцам. Я 3 раза обжегся на барсуке и больше Китаю не верил. А вот в прошлом обзоре я показал вам помазок из барсука, который меня снова заставил поверить в Китай. Так что вот, несмотря на то, что весь барсук, ну 80% барсука из всех вот барсуков, что торгуют в мире, это китайский. Ну там может быть 15-20% в Северной Канаде делают. И тем не менее, как-то сложилось так, что они сырье отдают, а своих помазков делали как-то так вот кисло. А вот этот вот, видите, вот, озаботился, молодцы. Если и после второго помазка от этой компании, который меня порадовал, будет и третий, который порадует,
тут уже можно будет говорить о какой-то стабильности. Но далеко забегать вперед не будем. Давайте вначале до этого третьего дойдем. Какой третий будет, я думаю, вы мне подскажете в комментариях. Была там речь за желтенькой ручкой. Ну, мало ли, вдруг еще какие-то другие интересные. Ну, не скажете, выберу на свой вкус, тоже не проблема. Ну, а на этом, ребята, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Пока-пока, до новых встреч. С вами был я, Вадим.